Всем привет! Меня зовут Ольга, и вы на моем канале Хильгафина Арт Дизайн. Все об акриловой заливке. Сегодня я продолжаю свой курс для начинающих. Все предыдущие и будущие ролики можно посмотреть у меня в плейлисте на моем канале. Вся информация будет там. Моя личная просьба ознакомиться со всеми роликами, потому что в каждом ролике есть что-то вот прям очень важное, что необходимо для того, чтобы понять в следующем ролике. Вся информация изложена последовательно, поэтому прям большая просьба начинать с первого ролика про медиумы и идти дальше, тогда вам будет все совершенно понятно и в том, что я рассказываю и что мы обсуждаем в каждом из роликов. А сегодня мы разберемся с красками и различными красителями для медиума, и это очень важная тема. Без тени сомнения стоит отметить тот факт, что 90% от того, насколько хорошая картина у вас получится, зависит именно от того, какие цвета и какую палитру вы выберете. Даже самая простая техника, если правильно выбрана палитра, будет смотреться намного выигрышней с картиной, где вы, может быть, выполнили очень сложную технику с большими комбинациями, но при этом была проигрышно выбрана палитра. В ней не сочетались цвета, не было какого-то контраста, и поэтому на самом деле картина с простой техникой, но с хорошей палитрой может явно выигрывать у сложных техник. В общем, выбор цветов – важная тема. И первое, к чему я обращаюсь, а особенно обращалась на старте, это цветовой круг. На нем самом указаны некоторые правила комбинирования цветов, подсказки по цветовым сочетаниям. Его можно приобрести на всех маркетплейсах, много о нем рассказывать не буду, его нужно просто взять в руки и хорошенько самостоятельно изучить, а также с его помощью периодически выбирать палитру. Особенно немаловажная функция этого круга – при подборе палитры обращаться к гиду по смешиванию цветов. Допустим, решаете взять в работу оранжевый и синий цвет. Но при смешивании эти цвета дают грязно-темно-зеленый цвет, что, возможно, появится в вашей работе. Зная это заранее, вы, скорее всего, сделаете более лучшее решение. Второе, к чему можно обращаться, это к совету самой природы. Все художники в один голос говорят, что самые лучшие сочетания цветов – это то, что есть в природе. Например, палитра морей, лесов, пустынь и так далее. И последнее, что я сама и делаю, это смотреть работы других мастеров и подмечать их палитру, насколько она вам нравится, а может быть просто нравится не вся палитра, а сочетание 2 или 3 цветов. И пытаться из этого наблюдения собрать уже свою палитру. На рынке представлено огромное количество акриловых красок со всем своим разнообразием в палитре и различных фирм. И с первого взгляда видно лишь одно явное различие – это порой огромная разница в цене. Так в чем же отличие? По моим наблюдениям, а я к дорогим краскам пришла не сразу, а поступательно пробуя более дешевые аналоги, главное различие разного сегмента красок, по моему мнению, отличается в качестве или количестве пигмента. И давайте сразу сравним две неидеальные работы. Первая работа сделана с помощью практически самых бюджетных красок Halls 30×30. Вторая работа выполнена из красок Амстердам и ПБО Halls 20×30. При этом стоит учесть, что на второй работе было использовано очень мало красок, была лишь налита маленькая лужица краски, которую по существу растянули по холсту. Вы представьте, насколько хороший пигмент, что при растяжении по холсту краски совершенно не потеряли цвет. При этом на первой работе участвовало 3 такие лужицы. Яркие места остались в середине, но при движении лужицы по сторонам краска потеряла свою яркость. Помимо прочего, для того, чтобы окрасить медиум, нужно меньше высокопигментированных красок, в отличие от многих бюджетных красок. И как доказательство моим словам, стоит учесть, что активатор можно сделать только из полноукрывистой краски, по моему опыту только из серии Амстердам и Винзор и Ньютон.
Конечно, многие марки я не пробовала, и если у вас есть опыт создания активатора из других красок, отпишитесь в комментариях, пожалуйста, нам всем будет полезна ваша информация. И пока заговорила об активаторе, давайте разберемся в различиях укрывистости краски. Не все марки указывают эту информацию, хотя она очень важная и не только во флюид-арте. Посмотрим на примере красок Амстердам. Около названия на тюбике с краской изображен квадрат, закрашенный полностью квадрат. Это укрывистая краска. То есть при нанесении кисточкой на поверхность полностью закрашивает поверхность, не просвечивая ее. Половина закрашенного квадрата говорит о том, что краска полупрозрачная. И полностью не закрашенный квадрат – это прозрачная краска. Я предполагаю, что это зависит от количества пигмента. Так вот, активатор делается только из краски любого цвета, главное, чтобы был полностью закрашенный квадрат. Давайте на практическом опыте закрепим и раскроем тему укрывистости краски. Именно при работе с активатором эта тема очень важна. При работе с активатором стоит учитывать и то, какие краски вы используете для медиума, на который будете наносить активатор. Для первой работы для медиума я взяла 3 краски. Моя любимая и частая палитра здесь. ПБО иридесцентная зелено-синяя, которую можно рассматривать почти как полноукрывистую краску. Амстердам, серый пейн и аквамарин, что являются полупрозрачной и прозрачной краской. Для фона я взяла белую краску от Art Resin Lab. Наношу медиум на белую краску, при этом обязательно, чтобы полноукрывистая краска ПБО была в самом низу, а прозрачная и полупрозрачная сверху. Затем мастихином и активатором из черной краски Амстердам провожу свайпы. При этом случайно второй свайп получился неаккуратный, и я случайно убрала мастихином часть краски, дойдя практически до нижней краски, что нам идеально подходит, чтобы даже в этой работе увидеть разницу красок. В итоге мы видим, как на прозрачном аквамарине сеточка спокойно расположилась без каких-то особых реакций. А вот полноукрывистая краска зелено-синяя от ПБО, именно та, которая случайно вылезла вперед из-за неаккуратного свайпа, дала реакцию, а именно пытается вместе с активатором превратиться в сеточку. И в итоге не закрашивает полностью ячейку, как аквамарин, а лишь участок около сеточки. То есть, если вы используете полноукрывистую краску в медиуме, то она будет пытаться сплестись с активатором в сеточку. Если, конечно, не расположить ее в самый низ, чтобы она не касалась с активатором. Во второй работе все делаю так же, только уже на самый верх добавляю полноукрывистую бирюзовую краску и делаю свайпу. И произошло именно то, о чем я говорю. Полноукрывистая краска при взаимодействии с активатором пытается слиться с ним и повторить форму сеточки. Если бы я разместила меньшее количество медиума, то, возможно, бирюзового цвета почти не было бы видно, только как контур, очерчивающий сеточку. Зная такие реакции красок на активатор, можно создавать разные комбинации, полностью контролируя процесс. Также краски бывают глянцевые, сатиновые и матовые, что тоже стоит учитывать, если вы хотите их комбинировать и получить какой-то определенный результат. Я могу выделить еще отдельно иридесцентную серию акриловых красок от ПБО, которая чуть блестит при высыхании и красиво переливается под эпоксидной смолой. Для самостоятельного создания перламутровых красок можно самостоятельно добавлять перламутровый пигмент в краску или вот такой перламутровый медиум от ПБО. Я лично не в восторге от результата, нужно пробовать, первоначальный цвет краски будет на тон светлее по итогу. Также во всех марках красок есть серия металлики. Это золотые, серебряные, бронзовые и так далее оттенки. Из серии Амстердам и Винзор и Ньютон, хоть на них и указано, что они являются полупрозрачными красками, ведут они себя как полноукрывистые краски при работе с активатором. Из них можно тоже делать активатор, но желательно, чтобы он работал в паре с другим активатором. Сеточка самостоятельно не идеальная получается.
И давайте немного разбавим наш ролик темой про экономику и ценообразование в данном случае в Российской Федерации. Это очень важный момент. Мы иногда немножечко не понимаем некоторые нюансы. Это те нюансы, которыми пользуются многие производителями. Вот смотрите, две краски, два разных сегмента. Но помимо того, что это две разные краски, два разных сегмента и реально с очень большим отличием по качеству, тут нужно еще понимать, что вот эта краска, да, это 120 мл краски, а вот эта краска 75 мл. Так вот, если мы сравним эти краски, то есть уравняем их цену по 120 мл, то получится, что цена то, что подешевле, если бы в ней было столько же миллилитров, сколько и в краске подороже, то она бы и стоила намного выше, и приблизительно в 2 раза. И тогда получается, что разрыв между ценами одной краски и другой краски на самом деле не такой уж большой разрыв. Ну, смотря когда еще. В те моменты, когда доллар стоит в районе около 60 рублей, вы увидите, как краска Амстердам падает в цене очень разительно. И в итоге, если сравнить, допустим, ту же самую краску Амстердам с другими красками, соотнести их именно цену до равных миллилитров, вы поймете, что там разница буквально там маленькая остается. И в этот момент очень сложно назвать экономией купить более дешевую краску. В данном случае это будет, на самом деле даже не экономия. Поэтому экономия на самом деле должна быть экономной, но достаточно разумной. В любом случае выбор всегда за вами. Я уже давно пришла к мысли, что неправильно говорить качественный или некачественный. Более правильно это соотношение цена-качество. Краски — это всего лишь инструменты. Вы задаете себе задачу и под эту задачу подбираете инструменты, понимая плюсы и минусы инструментов. Бывают задачи, где блестящие могут справиться и бюджетные краски, а бывают задачи, где без дорогого сегмента не обойтись. А теперь давайте посмотрим, что же еще можно добавлять в медиум и каким образом. И первые на очереди чернила и заправки для маркеров. Для окрашивания медиума их хватает совсем чуть-чуть, в данном случае несколько капель. Активатор добавляют для чистоты эксперимента. По моим наблюдениям, чернила и акриловые заправки для маркеров Fluid Art дает шикарный результат на белой основе, очень похожий на акварельный эффект, который, на мой взгляд, их очень отличает от красок. Пока у меня мало чернил, но в будущем думаю, что буду увеличивать свои запасы и надеюсь, что все чернила и заправки создают такой эффект. Следующие на очереди пигменты, которые зачастую используют для окрашивания эпоксидной смолы. Набор палитры из 25 цветов по 5 грамм каждого цвета обошелся мне в 700 рублей, что очень выгодно. Я ее использую в некоторых техниках, когда хочется добавить некоторых оттенков, но либо нет таких красок, либо не хочется смешивать краски, чтобы получить этот оттенок. Использую для маленьких объемов. Точного соотношения, сколько добавлять пигмента в медиум, сказать сложно. Смотря что вы хотите, более плотный цвет или более прозрачный. И тут необходимо еще набить руку. В работе я использую 3 пигмента и все-таки одну краску, по итогу станет понятно почему. Я делаю 2 работы, одну для того, чтобы увидеть, как пигмент смотрится на обычных работах, и вторая уже с активатором, чтобы посмотреть, как пигмент будет реагировать на сеточку, как полноукрывистая краска или как полупрозрачная. В итоге первая работа очень блестит от пигмента. Все эти линии от пигмента полупрозрачны. Вполне возможно, если добавить больше пигмента в медиум, то линии станут более четкими. Именно поэтому хотя бы одну краску добавить стоит, чтобы полупрозрачный пигмент был просто добавлением в краски, и холст сам не просвечивался. По мне очень симпатично получилось. С активатором видно, что пигмент срабатывает как полноукрывистая краска и пытается слиться с сеточкой. В середине даже не видно этих пигментов, видна больше сама краска. Кстати, полупрозрачная. И, конечно же, строительные колера. Хороший дешевый аналог, одна бутылочка стоит в районе 100 рублей,
особенно если вы занимаетесь флюид-арт исключительно как арт-терапией, больше для самого процесса, а не для результата. Я взяла 4 стаканчика, в 2 стаканчика налила прозрачную строительную краску база С и уже окрасила ее колером, и в 2 остальных стаканчиках окрашиваю белую строительную краску. Мне необходимо получить 4 оттенка, и да, для одной работы вполне может хватить всего одной бутылочки с колером. Это именно то, что я сейчас делаю. Замешивать колер необходимо именно с краской, а потом краской замешивать уже сам медиум. Хотя колера бывают разные, бывает еще колер пасты, их я не пробовала, и бывает еще колер краски. Их можно использовать без замешивания с краской и сразу добавлять в медиум. Прозрачную краску база С можно купить в строительном магазине. Их лучше сразу спрашивать у продавцов, потому что их часто прячут, чтобы люди не путались при покупке. Есть прямо маленькие объемы по 250 мл. Брать необходимо именно ту, что сделано на основе акриловой дисперсии. Краска база С необходима, если вы хотите получать яркие цвета от колера. Колируя белую краску, цвета будут все равно разбеленные. Белая краска желательно, чтобы тоже была на акриловой дисперсии. Хорошая линейка строительных красок Luxens. Эту краску производит сама Leroy Merlin. Она достаточно бюджетная, если брать ее в Leroy Merlin. С маркетплейсами поаккуратнее, ее там продают втридорога перекупщики. В общем, я уже сделала одну работу очень неплохо, учитывая, что это все один колер. Во второй работе я пробую активатор, чтобы посмотреть, как будет колер себя вести в ячейках, как полноукрывистая краска, обволакивая сеточку, или как полупрозрачная, на которой просто ляжет сеточка без каких-то реакций. В итоге мы видим, что строительная краска с колером ведет себя как полноукрывистая акриловая краска и пытается обволакивать сеточку. В данном случае чем-то похоже на кольца жизни у дерева, что очень сложно контролировать, потому что все 4 оттенка это делают сразу. 2 работы смотрятся хорошо, я бы даже сказала, что это мои фавориты на сегодня. Я вот и думаю, может сделать отдельно ролик с работами исключительно на колерах, как вам идея? Пишите в комментариях, как желающих будет много, сделаю. И, конечно, кто не подписался, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы включить уведомления о новых роликах. И строительная эмаль акриловая, в данном случае от Luxens, о которой хотелось бы сказать. Это не только мой способ экономии, я очень часто использую эту краску как белую краску для фона или окрашиваю ее чуть-чуть и использую для фона. Особенно, когда знаю, что буду покрывать картину эпоксидной смолой. Это очень экономно. В работах участвует бюджетная строительная краска, а на ней маленькое количество хорошей высокопигментированной краски, зачастую Амстердам. Картины получаются яркие. При этом вот эта акриловая строительная эмаль дает дополнительные эффекты. То жемчужинки совершенно разные, которые невозможно контролировать, но они очень красивы. То наверх всплывают белесые пигменты от краски, давая какие-то меловые флюиды. Из минусов очень сильно пахнет. Чтобы она давала больше эффектов, добавляйте в медиум ее больше. Можно добавлять до соотношения 50/50. Кстати говоря, под видео в описании есть ссылка на канал в Telegram. Там выходят анонсы, буду выкладывать различные лайфхаки и фото по акриловой заливке. Конечно, переходите и подписывайтесь. А теперь к розыгрышу медиума, что я разыграла с Art Resin Lab в прошлом ролике. Выполнили условия лишь 2 человека, это тоже результат. На сайте Randstad генерирую случайное число и победил участник с номером 1. Поздравляю победителя. С вами была Ольга, канал Хильгафина Art Design. Всем пока, всем хорошего настроения.